Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видео я научу вас вязать вот такую довольно простую шапочку бини крючком. Смотрите, какая она эластичная, упругая. Это будет у меня лицевая сторона, но на самом деле шапочка двусторонняя. И кому-то, может быть, понравится вот эта сторона. Изначально я даже и планировала, что вот эта сторона с такими вот волнами будет лицом, но потом мне больше понравилась изнанка, и я решила, что лицом будет именно она. Вставлю в это видео свои фото в этой шапке. Вот смотрите, какая интересная поверхность, текстура. Вяжется эта шапка, соответственно, поворотными рядами. И я взяла такую, даже не знаю, меланжевая эта пряжа или нет. Это пряжа ручного крошения, то есть здесь нет какого-то четкого повторяющегося мотива в прокрашивании. И ложится очень, смотрите, эффектно, да. Я вязала именно вот так, не вот так, как может быть показаться сначала, а вяжется поворотными поперечными рядами. И получается вот такие вот перышки, я бы даже сказала. И я заранее хочу извиниться за то, что в этом видео у меня достаточно темный цвет пряжи, и крючок у меня тоже будет черного цвета, но все материалы для этого видео предоставлены разными брендами, которые выпускает Knit-Pro, и поэтому вот такое получилось видео. С другой стороны, это очень простая шапка с очень простой макушкой. Здесь нет каких-то сложных расчетов, сложных клиньев, и я думаю, что даже темная пряжа и темный крючок не помешают создать мне этот видео мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Мне потребуется 100 грамм пряжи. У меня это пряжа Symphony Yarn, 100% меринос. Характеристики будут на этикетке. Изначально эта пряжа была в пасме. Вот я не могу понять, зачем производители пряжи делают пряжу в пасме. Это жутко неудобно. Для перемотки такой пряжи мне нужно либо специальное приспособление, либо второй человек. И вот такой клубок у меня в итоге получился из этой пряжи. Мне кажется, самый удобный и оптимальный вариант — это выпускать пряжу сразу в мотках, чтобы я как вязальщица не тратила свое время на перемотку. Также мне потребуется крючок. Это у меня будет номер 4, Lantern Moon, иголка для сшивания, потому что шапку буду сшивать иголкой, и контрастная нитка для набора. Беру контрастную нить, беру свой крючок и набираю 60 воздушных петель. 60 петель набрано. Это получается высота шапки. Не смотрите на то, что кажется очень длинно. На самом деле нет. Цепочка из воздушных петель всегда длиннее, чем итоговое вязаное полотно. И перехожу дальше к вязанию первого ряда. Беру уже нитку основного цвета, делаю воздушную петлю подъема и дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка, то есть второе розовое звено, раз, два, вот так вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. 1. Дальше в следующее звено садальную дужку 2, 3, 4, 5. Я вяжу 5 соединительных петель. Дальше меняется узор. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок. Все точно так же за дальнюю дужку. Все петли будут вязаться в этой шапочке за дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нить и протаскиваю рабочую петлю через накид и петлю. Это получается соединительная петля с накидом. 1. Снова делаю накид, снова вкалываю крючок за дальнюю дужку, вывожу одну петлю. Теперь у меня раз, два, три петли на крючке, их провязываю вместе. Это вот будет полустолбик с накидом. Полустолбиков делаю 3. 1 сделан, еще 2. 2, 3. И после чего делаю снова соединительную петлю с накидом.
Да? То есть вот получается раппорт. 5 соединительных петель, затем 1 соединительная петля с накидом, затем 3 полустолбика с накидом и затем еще 1 соединительная петля с накидом. И повторяю это снова и снова, практически до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И снова, да? И опять делаю накид, вкалываю крючок за дальнюю тушку, соединительная петля с накидом, 1, и 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. И снова соединительная петля с накидом. В общем, чередую эти петли, да, 5 соединительных, затем 1 соединительную с накидом, 3 полустолбика, 1 соединительную с накидом до 10 петель. Не до конца ряда, а оставляю, не дохожу до конца ряда, 10 петель. Вот остается у меня 10 петель. Это будет резинка, то есть чем больше это расстояние, тем выше у вас резинка, да, чем меньше оно, тем, соответственно, меньше она будет. И эти 10 петель я вяжу просто всегда в любом ряду. Это соединительные столбики обычные за дальнюю стеночку без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все, первый ряд на этом закончен. Дальше второй ряд: воздушная петля подъема, поворот, и второй ряд начинаю опять во второе звено от крючка 1, 2, вкалываю крючок за дальнюю тушку, и здесь делаю все петли, это просто соединительные петли за дальнюю тушку. 1, 2, 3, 4, 5. Я вяжу так практически до конца ряда. Здесь в конце я не дохожу до края 5 петель. То есть я фактически провязываю 55 соединительных петель в этом ряду за дальнюю дужку. Вот, смотрите, осталось у меня в конце 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше будет третий ряд. Начинаю снова: воздушная петля подъема, поворот. И здесь я смотрю, так, у меня тут высокие ряды, значит, я начну делать обычные соединительные петли. То есть я буду повторять тот же самый раппорт, который был у меня в первом ряду, но в шахматном порядке относительно этого же первого ряда. То есть во второе звено от крючка 1, 2, вот оно, второе звено, вкалываю крючок и делаю 1, 2, 3, 4, 5. 5 соединительных петель провязала, и дальше опять делаю уже петли с накидом, да? Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, 1, 2, 3 и снова соединительная петля с накидом. Чередую опять этот мотив до последних 10 петель в этом ряду, и в конце 10 петель. Здесь будет сначала 5 соединительных петель обычных и затем 10 соединительных петель обычных, которые будут резинкой. Заканчиваю третий ряд. Вот последняя 10-я петля резинки. И дальше четвертый ряд. Он будет опять-таки практически как второй, только помните, во втором ряду мы не довязывали 5 петель, а здесь мы дойдем до конца. То есть эти 5 петель мы сейчас провяжем. Итак, снова делаю воздушную петлю подъема, поворот, и
Во второе звено от крючка за дальнюю тушку начинаю делать соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5. И фактически в этом ряду у меня получается 60 соединительных петель. То самое число, которое я набирала в самом начале. И вот я дохожу до этой самой ступенечки. Так. Все, петли до ступеньки связаны, и дальше я перехожу вниз на нижний ряд. Здесь я цепляю вот эту перемычку, вот она, смотрите. Цепляю и вкалываю сразу крючок в нижний ряд. И продолжаю вязать соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5. И это был 4-й ряд, и он на этом закончен. 4 ряда у меня готовы, пока это выглядит вот так. И дальше я возвращаюсь к первому ряду и вяжу его снова и снова. И фактически я повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту, получается таким образом, на нужный обхват головы. То есть эту шапку, в принципе, здесь, видите, нет никаких клиньев, очень простая макушка, минимум расчетов, и можно ее вот таким вот полотном вязать практически на любой размер, который вам нужен. Вяжу, в процессе примеряю, и когда мне будет достаточно для моего обхвата головы, я начну сшивать эту шапку. Встречаемся там, я покажу вам, как я ее сшиваю. Шапку я закончила, именно закончила вязание. Дальше мне нужно будет ее сшить. Смотрите, у меня ушел ровно весь моток, который у меня был. Вот остался кусочек нити, которым я буду сшивать эту шапку. И я просто ее в процессе вязки примеряю на свою голову, поэтому сказать вам, сколько тут рапортов, рядов, это не имеет смысла. Остановиться нужно в 3-м ряду раппорта, то есть 4-й ряд раппорта, я не делаю. Сейчас именно 4-м рядом я буду сшивать. Но перед этим нужно сделать еще одну подсказку. Взять вторую контрастную нитку. Я возьму такой фиолетовый цвет. И здесь этот 4-й ряд я сначала провяжу второй контрастной ниткой. Беру контрастную нитку, и этот ряд я вяжу исключительно контрастной нитью. Делаю воздушную петлю подъема. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю вязать соединительные петли. В данном случае эта нить, как и первая контрастная нить, будет тоже просто подсказкой. Здесь самое главное провязать эту ступеньку, потому что в этом ряду у меня как раз таки вот эта вот ступенька, самое главное ее сомкнуть, для того, чтобы потом все правильно и красиво здесь сшить. В общем, вяжу этот ряд контрастной ниткой, затем показываю вам, как я сшиваю эту шапку. Ряд я провязала контрастной ниткой и теперь буду сшивать. Итак, располагаю изделие вот таким образом. Рабочая нить будет в правом верхнем углу, а начальный хвостик вот этой же основной нитки получается в левом нижнем углу. Вкалываю сначала иголку в петлю, в последнюю петлю основного цвета и вывожу нитку. Здесь все подтягиваю. Это я как бы дошиваю воздушную петлю и перехожу теперь на другую часть. Шов я 100 раз показывала. Если вам надоело, то, конечно, пишите об этом в комментариях. Но почему-то все равно, мне кажется, лучше показать и в этом видео тоже для наглядности, да? Контрастная нитка — это получается нитка-подсказка. И вот я смотрю, как она заходит в полотно и как она выходит. Вот она заходит, и вот она вышла. И своей иголкой я делаю то же самое. И снова здесь подтягиваю. Не слишком туго, не слишком слабо, чтобы попасть в плотность своей вязки. И возвращаю иголку в воздушную петлю. Вот так. Фиолетовая нитка, она тоже нитка-подсказка. И вот я смотрю. Она вот сюда зашла, и вот отсюда, и точнее, и вот сюда опять вышла. И я точно так же делаю иголкой. И вставляю еще иголку в только что созданную петлю. Вот так.
Опять все подтягиваю. И снова смотрю, как заходят розовые нити, как она выходит. Она вот так делает. Вот видите, она цепляет перемычки, две вот этих ниточки, это были перемычки у первого ряда. И снова вот в эту петлю я завожу и кромочную цепляю. И вывожу вот так в кромочную, это кромочная, которую мне указывает фиолетовая нить. И в только что образовавшуюся петлю. Вот так. Подтягиваю. Опять цепляю две ниточки, на которые указывает розовая нитка. В петлю в кромочную. В кромочную, в петлю. Опять цепляю ниточки, которые указывает розовая нитка. Подтягиваю. Петлю в кромочную. В кромочную. В петлю. И снова подтягиваю. Опять цепляю две ниточки. Петлю в кромочную. И в кромочную, в петлю. Работаю так, сшиваю эту шапку до макушки. Вот здесь вот еще я вам покажу, как пройти вот эту ступеньку. И затем покажу, как стянуть макушку. Здесь после резинки начинается смена узора, да, но я продолжаю смотреть на контрастную нитку, вот на розовую нитку, и она опять продолжает мне подсказывать. То есть вот то, что цепляет, это розовая нитка. И я точно так же вкалываю крючок и цепляю вот эти опять две перемычки. Из-за того, что здесь узор, ну, не просто боснийская вязка, да, а такой узор с чередованием, здесь немножко не так просто получается сшить эту шапочку, но все равно вот ориентируясь по контрастным нитям, все должно получиться. В кромочную, в петлю. Снова я смотрю, как розовая нитка заходит в полотно. Вот сюда она заходит, и вот отсюда она выходит. И я точно так же делаю иголкой. То есть я иголкой повторяю траекторию нити. Потому что тот ряд у меня был вязаный, а мне и нужно для того, чтобы сделать вот этот самый шов, который бы слился с вязанием, повторить иголкой вязаный ряд. Это все возможно, это все реально. И тогда полотно, тогда этот шов, он будет не заметен ни с лица, ни с изнанки, станет частью вязания. Так, вот так опять захожу сюда. И вот отсюда выхожу. И снова в петлю, в кромочную. Снова в кромочную, в петлю.
и цепляю вот эти перемычки. В петлю в кромочную. В кромочную, в петлю. И вот здесь перехожу опять на смену узора, цепляю ниточки. Подтягиваю. В общем, сшиваю так эту шапочку до конца макушки. Вот видите, как красиво и аккуратно получается. Это только одна сторона. Ну и вторая выглядит точно так же аккуратно. Я дохожу до ступенечки, да. Здесь продолжаю следовать за контрастными нитями. И продолжаю сшивать это полотно. Так. В петлю в кромочную. Вот дальше сама ступенька, видите, здесь будет не просто в кромочную, а еще подхватываю перемычку. И вот теперь кромочную, чтобы все тоже красиво пришилось в петлю. Так, как всегда, завязала узел. Подтягиваю. Здесь так цепляю. И вот так. И снова в петлю и в перемычку и в кромочную. Если вы все сделаете правильно по моей инструкции, то у вас не должно как бы быть расхождений в числе петель на обеих половинках, да? То есть петля в петлю должно сойтись, потому что число петель в итоговом ряду должно быть постоянно, оно должно быть равно 60. Это то количество, которое я набирала в начале. И сшиваются эти петли каждая как бы со своей, то есть лишних не должно остаться, должно все вот сойтись, как у меня, смотрите. Если что-то где-то остается, значит просто где-то ошибка. Так. В кромочную в петлю вытаскиваем. Так. В петлю в кромочную. В кромочную в петлю. Подтягиваю. И вот последний стежок. Так. Наверное, вот так, что ли. Давайте вот так сделаем. И возвращаю в петлю в кромочную. Начальная нить и конечная нить, они сходятся в одной точке.
значит все верно. Здесь я их просто завязываю на узел. Да? Все я сделала правильно. Нити сошлись, я их могу завязать. Теперь фиолетовую нитку я вообще могу удалить легко в одно движение. Надо только финальный узелок распутать. Вот. Она легко удаляется в одно движение, потому что это просто ряд, связанный крючком, и это получается самый обычный тамбурный шов. Ну вот так вот, в общем, я ее удаляю. С розовой ниткой чуть сложнее, выворачиваю шапку на изнанку, и здесь вот шаг за шагом я ее удаляю тоже. После чего, если вы обратите внимание на вязание, на этот вязаный ряд, да, он становится одним целым шапкой. Точнее, на этот вязаный шов. Да? Вот, смотрите. Вот это был прошитая пара рядов с лица, с изнанки. С этой стороны вообще все слилось, уже ничего не заметно. В общем, удаляю нитку и показываю вам, как стянуть макушку, и затем, как выглядит этот шов уже в готовом изделии. Здесь я подхватываю вот эти вот кромочные. Давайте буду подхватывать через одну. Пока не затягиваю. Так. Один оборот я сделала, и на втором обороте я начинаю подхватывать те кромочные, которые еще не были подхвачены. Все, теперь все кромочные подхвачены. И я сначала затягиваю первый виток. Это нужно для того, чтобы макушка, ну, как бы вообще стянулась до самого предела, чтобы у нее совсем не осталось отверстия. И затем затягиваю второй виток. Вот видите, она тогда стягивается в два ряда, и здесь никакой дырочки вообще не остается ни с какой стороны. И снова завязываю. Раз. И два. Все, макушка на этом стянута. И так как я хочу, чтобы шапка у меня осталась двусторонней, мне нужно как можно аккуратнее спрятать вот эти хвостики. Я вот так вот беру и прячу хвостик вот в этом вот ряду, который стягивал макушку. Я не буду его уводить в какой-то ряд в косичку, потому что тогда может получиться, что он будет немножко торчать, и его будет немножко видно. А вот если я его вокруг макушки так вот оберну, то, мне кажется, будет все красиво. Так. И теперь вот этот маленький хвостик я тоже оборачиваю в этом же ряду, чтобы он тоже никуда не делся ни в коем случае, чтобы не развязался. Вот. Ну и дальше можно уже обрезать все эти ниточки. Все, сама шапка на этом готова. Вот смотрите, это одна сторона. Вообще я изначально думала, что вот это будет изнанка. Но мне она очень понравилась, как она смотрится в итоговом полотне. Да? Здесь как-то более объемная, более выпуклая поверхность получается, такие ячейки. И вот вторая сторона. Эту сторону я планировала как лицо. Здесь, видите, такие волны, соты, ячейки. Ну, может быть, на такой вот пестрой пряже они не очень как-то смотрятся, не очень заметно. Давайте замерю шапку от макушки до края. Это приблизительно, ну, где-то приблизительно 23,5, да. И в ширину, я напоминаю, у меня размер 55 сантиметров.
на мне смотрится хорошо, но она очень тянет. Смотрите, как она тянется и как она восстанавливается. То есть, если у вас там 56, 57, вам тоже подойдет именно вот этот же вот размер, да, где-то приблизительно 21. Вот такая получилась у меня шапочка. Какая сторона нравится вам больше? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео мастер-классов. Спасибо за внимание. Пока-пока.